Ну что, как думаете, как связан этот узор? Вечный вопрос. Крючком или спицами? Вдоль или поперек? Смотрите, какой красивый, стройный. Опять тут идут веточки, листочки. И, конечно же, данный узор связан крючком. Вот этим вот крючком. Это лицевая сторона узора. И вот такая вот у него изнанка. Я делаю односторонний узор, но также по ходу видео я расскажу вам, как сделать двусторонний узор. Узор очень простой, очень прост в исполнении, подойдет для множества проектов, от шарфов до шапочек, митинок. Можно использовать в носочках, можно в шапочках сделать такой элемент. Все, что нужно для того, чтобы вязать вот такой узор и вообще вязать в этой технике, это нужно уметь делать воздушные петли, соединительные петли и соединительные петли с накидом. На моем канале данная техника называется крючком как спицами. Я собрала целый плейлист таких узоров. И если они вам нравятся, то, конечно, заглядывайте туда. Вообще можно найти множество таких узоров по поиску брioche крючком, крошет брioche. Но это вам так, для справки, потому что многие спрашивают, как ищутся такие узоры. И вот такой вариант получился у меня. Мне кажется, очень просто, очень эффектно, очень текстурно. И давайте начинать вязание. Для данного узора набираю число петель кратное 3. Вначале делаю узелочек, и дальше я набираю 24 воздушных петли. 24 петли набрано. И перехожу к вязанию первого ряда. Смотрите, данный узор состоит у меня всего из 2 рядов. Один ряд вяжется справа налево, второй ряд вяжется слева направо. И затем мы их повторяем. Справа налево, слева направо, справа налево, слева направо. Но сам этот ряд, что первый, что второй, он будет состоять из множества укороченных отрезков. В своем объяснении я не буду делить этот ряд на короткие ряды. Я поделю его на отрезки, но ряды в этих отрезках я выделять не буду. Мне так удобно, и мне кажется, так в принципе удобнее, да, чем мыслить этими отрезками. Здесь главное запомнить. Нечетный ряд вяжем справа налево, четный ряд слева направо, и какие отрезки. Здесь очень легкая последовательность. Итак, первый ряд, первый отрезок. Воздушная петля подъема, вкалываю крючок во второе звено от крючка за дальнюю перемычку, вытаскиваю рабочую нитку и делаю соединительную петлю. Раз, в следующую точку. 2, в следующую точку. 3. Первый отрезок на этом готов. Следующий отрезок. Воздушная петля подъема, поворот, делаю накид на крючке, второе звено от крючка, вкалываю крючок и делаю соединительную петлю с накидом. Раз, 2, 3. Воздушная петля подъема и поворот. И готов второй отрезок. Что в первом, что во втором отрезке было 3 петли. Единственная разница: первый я вязала обычные соединительные петли, второй я вязала соединительные петли с накидом. Так вот, чтобы получить двусторонний узор, где две стороны абсолютно одинаковые, вяжите все петли с накидами, делаете, да? Тогда у вас обе стороны будут вот такие объемные. Единственное, что узор будет чуть более рыхлый. Если вам двусторонний узор не нужен, тогда делайте, как я. Нечетные отрезки выполняйте обычными соединительными петлями, четные отрезки соединительными петлями с накидами.
Итак, следующий отрезок. Воздушную петлю подъема я сделала. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу 1, 2, 3. Оказываюсь у ступеньки, и мне здесь нужно спуститься в нижний ряд. Значит, я вкалываю крючок в перемычку и в нижний ряд за дальнюю полупетлю. Вывожу рабочую нить через все петли на крючке. Это 4. И в следующую точку 5 и 6. Вот получился еще один отрезок. Воздушная петля подъема, поворот и в обратную сторону 6 соединительных петель с накидом за дальнюю дошку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема и поворот. Следующий отрезок. Это 9 обычных соединительных петель за дальнюю дошку. Итак, во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оказываюсь у ступеньки. Опять точно так же вкалываю крючок в перемычку и в нижний ряд. Делаю сцепку. Это 7-я соединительная петля. В следующую точку 8 и в следующую точку 9. Воздушная петля подъема и поворот. Теперь в обратную сторону я делаю 6 соединительных петель с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. И дальше я повторяю до конца ряда. 9 петель и в обратную сторону 6. Да? 9, 6, 9, 6, 9, 6. Так, давайте повторю еще раз. Во второе звено от крючка начинаю этот отрезок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаю сцепку. Так. Это 7, 8, 9. Воздушная петля подъема, повороты в обратную сторону только 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема и поворот. Вот смотрите, что получается. Ну и продолжаете так чередовать 9, 6, 9, 6, 9, 6, пока не упретесь вот сюда. Вот дошла я до конца цепочки начальной, сделала 6 петель, и дальше уже 9 у меня не умещается, поэтому дальше видоизменяю раппорт и вяжу так. Воздушная петля подъема, поворот, и делаю 6 соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова воздушная петля подъема, поворот, 3 соединительных петли с накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля подъема, поворот и снова 3 соединительных петли. 1, 2, 3.
И на этом будет первый ряд закончен. Вот он полностью прошел от правого края к левому краю. И дальше второй ряд. Воздушная петля подъема, поворот, 3 соединительных петли с накидом. Раз, два, три. Воздушная петля подъема, поворот, 3 обычных соединительных петли. Раз, два, три. Воздушная петля подъема, поворот, 6 соединительных петель с накидом. Раз, два, три. И я оказываюсь у ступеньки. Здесь ступенька проходит через 2 ряда. Раз, два, и она появляется на лице. И вот, чтобы красиво сделать степку, здесь делаю такой прием. Делаю обратный накид на крючке и вкалываю крючок в 2 нитки каждого ряда. Вот смотрите, я подхватываю всю ту же перемычку и еще подхватываю ниточку. Вот так. Раз, два. Снова. В следующей точке снова раз, два. И ввожу в дальнюю полупетлю. Подхватываю рабочую нить и протягиваю рабочую нить через все петли на крючке. Подтягиваю, подтягиваю. И тогда получается вот такая красивая сцепка на лице. Это будет 4, 5, 6. 6 петель я сделала. Воздушная петля подъема, поворот и в обратную сторону 6 обычных соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. И вот тут начинается наш раппорт во втором ряду. 9 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6. Сцепка через 2 ряда. Значит, делаю обратный накид, вкалываю крючок. Раз, два, в 2 ниточки. Раз, два, в 2 ниточки. И в нижний ряд. И делаю соединительную петлю с накидом через все нити на крючке. 7, 8 и 9. Воздушная петля подъема, поворот. И 6 обычных соединительных петель за дальнюю дужку в обратную сторону. Раз, два, три, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. И снова повторяю 9, 6, 9, 6. Давайте еще раз повторю 9. 9 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6. Обратный накид, сцепка. Вкалываю крючок в один ряд, во второй ряд и за дальнюю полупетлю. Ввожу соединительную петлю. 7, 8, 9. Воздушная петля подъема, поворот и 6 обычных соединительных петель в обратную сторону. Раз, два, три, 4, 5, 6. И работаю так. Вот смотрите, уже получаются опять елочки, паркетины. 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6. Вот до этой точки, когда упретесь сюда, встречаемся здесь, я покажу вам, как закончить этот ряд. Вот я сделала последний раппорт, последнее место, где 6 петель. Дальше должны были идти 9 петель, но 9 здесь не умещается, поэтому вяжу следующим образом. Воздушная петля подъема,
поворот и вяжу только 6 соединительных петель с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот и 3 обычных соединительных петли. Раз, два, 3. Воздушная петля подъема, поворот и 3 соединительных петли с накидом в обратную сторону. Раз, два, 3. И на этом второй ряд будет закончен. То есть вот я полностью связала первый ряд справа налево и полностью связала второй ряд слева направо. Итак, дальше смотрите. Третий, четвертый, третий идентичен первому, четвертый идентичен второму. Пятый идентичен первому, шестой идентичен второму. То есть дальше мы повторяем первый и второй ряд на нужную высоту. Теперь немного ответов на самые встречающиеся вопросы. Итак, как мы будем повторять третий ряд, потому что такой вопрос тоже задают. Мы вязали первый ряд по плоскому наборному краю. Как же вязать третий ряд по неплоскому наборному краю? Итак, как? Воздушная петля подъема, да точно так же, как по плоскому. Делаю 3 соединительных петли. Раз, два, 3. Воздушная петля подъема. Поворот, 3 соединительных петли с накидом. Раз, два, 3. Опять воздушная петля подъема, поворот, 6 соединительных петель. Раз, два, 3. Единственная разница, здесь будет сцепка из 2 рядов. Да? Как делать сцепки из 2 рядов, я вам уже показывала, но у меня узор односторонний, поэтому вот ту сцепку я делать не буду. Она такая считается сложненькая, да? Она красиво выходит на лицевую сторону. Мне здесь не нужна. Хотите, можете ее сделать, как бы это не запрещается. Но мне она здесь просто не нужна. Поэтому я делаю простую сцепку, вкалываю крючок исключительно в перемычку. И снова в перемычку. И ухожу в нижний ряд. То есть это будет сцепка простая, без накида, без обратного накида. И точно так же делаю соединительную петлю. 4, 5, 6. Ну вот, и дальше продолжаю по схеме первого ряда чередовать. Да? 9, 6, 9, 6, 9, 6 и так далее. И теперь второй вопрос, который тоже часто встречается в таких же узорах. Так, я сейчас распущу. Вот я дошла до того места, где заканчивается второй ряд. И второй вопрос. Сделаю воздушную петлю подъема, поворот. Как же теперь из этого рифленого края сделать гладкий край? Итак, вы заканчиваете вязание, допустим, у вас какой-то шарф, вы его заканчиваете, и вы хотите сделать гладкий плоский край. Здесь все еще проще, просто вяжем соединительные петли. Раз, два, 3. Сцепка. Если встречается ступенька, то делаю каждый раз сцепку. Я даже не задумываюсь на том, сколько здесь петель, да? Здесь будет 3 петли, снова сцепка. Так, и в нижний ряд. Раз, два, 3. Вот, видите, край становится плоским, таким же, какой был наборный край. Вот здесь у меня наборный край плоский и финишный край тоже плоский. Ну, надеюсь, теперь у вас вопросов о том, как вяжутся такие узоры, не останется. Надеюсь, что вам понравилось данное видео и понравился данный узор, и что вы будете использовать его в своих проектах. Заранее спасибо за ваши лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Спасибо за внимание. Пока-пока.